Всем привет, меня зовут Санек. Приветствую вас на канале Грибочник ФМ. Сегодня такое яркое событие. Мой канал набрал более 1000 просмотров. Для меня, как для нонейма, это весьма очень такой маленький прям рекордик для себя, поэтому я сижу, балдею с этого. И по случаю хотел бы записать видео, которое будет на моем канале в новом формате. Ну, для меня, по крайней мере, новым. Это непосредственно сделать такой небольшой обзорчик на современные онлайн-игры и рассказать вкратце, во что лучше поиграть в соло или с друзьями. Итак, я сделал такой небольшой топ-3 игр, который будет, надеюсь, интересный или хотя бы так слегка информативный. Вот, поэтому давайте же непосредственно перейдем именно к нему. Итак, поехали. На третье место своего списка я поставил такую игру, как Black Desert. Значит, плюсы этой игры: красивый графон, также красивая боевка, большое разнообразие персонажей. Персонажи не особо отличаются по своей механике, но я имею в виду не механике, а даже, скорее всего, ДПС-ом, поэтому грех сравнивать магию с железным мечом, но как для меня, там комфортно играть совершенно за любой класс. Вот. Также она еще плюсом является, что она бесплатная. Вот. Что еще могу про нее сказать? Ну, и по плюсам это, по-моему, все. По минусам эта игра только... Она очень слишком сложная для освоения в одиночку. Нужно в нее играть с друзьями. Вот поэтому... я поставил на третье место. Также здесь полностью отсутствует какой-либо сюжет, то есть ты появляешься и сразу в поля воевать. По мне это тоже не вариант. Вот. Также я слышал, что, по-моему, здесь тоже действует правило pay to win, но это не точно, потому что здесь конечного какого-то левела нету, уровня прокачки, поэтому, как мне рассказывали, здесь можно, скажем, играть в свое удовольствие, назовем это так. Вот. Также я забыл упомянуть про еще один плюс этой игры, что здесь нет никаких эльфов, орков и так далее, потому что лично я люблю играть только за человеческую расу, и всякую нежить для меня это играть дикость, как-то неправильно, не по-людски это. Вот. Поэтому эта игра тоже очень сильно понравилась. Вот. В принципе, пока на этом все. Ссылку на игру я оставлю в описании. Если появятся какие-то вопросы, я по ним отвечу в комментариях. Итак, давайте перейдем сразу непосредственно ко второй игре моего списка. На втором месте я поставил игру под названием Blade and Soul. В чем же плюсы этой игры, как вы спросите? Я отвечу. Плюсы этой игры: тоже красивый графон, очень замечательная физика боя, то есть очень красиво, все динамично. По слухам, по-моему, даже вы можете сами управлять боем. То есть, как вы пнете противника, так там и дальше его можно будет пинать. То есть, ударите его слева, значит, там будет особая комбинация. Если вправо, другая комбинация. Там спереди, сверху и так далее. Вот. Также игра бесплатная. По-моему, там сейчас 45 или 50, по-моему, 50 уровней уже точно есть. Значит, что еще по ней? Она очень, еще раз скажу, она очень красивая, там возможности, все красиво. Еще что меня очень сильно порадовало, там нет такого понятия, как броня. То есть там есть специальные скрижали, которые действуют как, тоже там всякие бусты по-моему, к урону, к защите и так далее. Но вы спросите, как же играть без брони? Я вам скажу, там есть такая система костюмов, скажем так. То есть есть PvP костюм, есть костюмов фракций, то есть это можно, к примеру, хорошенько прокачаться, прийти в какой-нибудь нубский город, надеть какую-нибудь там плохую фракцию, да, там, уже не помню, как они называются, и все, и начать махаться с местными NPS-ами, они будут на вас агриться, и персонажи, которые одеты в противоположную вашей фракции форму, тоже будут на вас нападать, это весело. Вот. Что касается допустим, таким вот маленьким рейдом, соло-рейдом, здесь не получится, у меня, по крайней мере, не получалось нападать на боссов выше меня уровнем, поэтому я на них ходил только когда уже нормально прокачался, по крайней мере,
такого же уровня или на пару уровней выше, ну, чтобы для удобства. Хотя я выбрал мечника, поэтому, ну, что удивляться-то. Вот. И еще очень большим плюсом здесь является сюжет, потому что играть реально интересно. Есть люди, которые только PvP, есть люди, которые только PvE. И здесь присутствует очень красивый, значит, сюжет, и есть цели, ради чего мы все это делаем, в конце концов. И я в нее советую очень сильно поиграть. Поэтому, если появляется желание поиграть в какую-то из этих игр, пожалуйста, пишите в комментариях. Я на ваши комментарии отвечу, на вопросы отвечу, и, может быть, даже с вами сыграемся в эти игры. То есть, и устроим, может быть, даже по ним стрим, но это не важно. Итак, мы подходим непосредственно к третьей нашей игре, которая занимает заслуженное первое место. И хотелось бы изначально сказать про эту игру, что она особо нигде не афишировала, то есть про нее мало кто знает. Только, ну скажем так, только от друзей, от друзей и так далее. То есть эта игра единожды в истории была показана по телевидению именно, по-моему, в иконе видеоигр, или вот, я не помню, там был бонус и гамовер, короче, они ее обозревали в свое время. Если кто помнит, то также она была на диске в каком-то журнале Игромания, по-моему, как она была, типа, дополнительной там бонусной игрой. И все, и больше она нигде не афишировалась. Вот, поэтому в ней не так сильно много народу, что, как по мне, даже, наверное, приятный момент, так как нет сильной толкучки в городе, не проседает FPS, и все шикарно. Итак, как вы могли догадаться, вы, наверное, даже про нее ни разу не слышали, это игра под названием Granado Espada. То есть эта игра запала мне в душу еще в 2008 году далеком, и я в нее играю до сих пор. Она дико вообще интересная, как по мне. Здесь нереальный сюжет. То есть все очень красиво оформлено, все в стиле барокко, ренессанс, такой прям все женские персонажи в таких красивых платьях. Атмосферная, очень сильно атмосферная игра. То есть очень интересная. Как в PvP, так и в PvE. Также здесь есть большая особенность, такая вот прям новшество. Вы можете играть сразу за 3 персонажей, а не за одного. То есть, понимаете, вы можете играть в ту же линейку или в World of Warcraft и быть лютым папкой, нагибать, не напрягаясь в PvP, там, боссов в PvE, неважно. Но здесь вы играете сразу за 3, и, это как-то прям x3 сложность, скажем так. То есть, следить сразу за 3, еще такое себе занятие, знаете ли. Вот. Также игра является free-to-play с возможностью доната. Здесь донатить особо не на что, поэтому, не знаю, только там какие-то богатые Рокфеллеры донатят. Тем не менее, играть можно спокойно, зная механику игры, можно играть спокойно и без доната, и спокойно там нормально одеться. Вот. Опять же, плюс этой игры красивое оформление. Красивое оформление. Даже пускай на тот момент, когда эта игра ее сделали, графону претензий вообще нет. Вот красиво все. Пускай там где-то что-то квадратно, пофиг, нормально, шикос. Здесь нереально огромное количество персонажей. Здесь более 200 различных персонажей. Только вдумайтесь, более 200. Это не 5, не 6, не 10, более 200. Понимаете? И они все разные. Они все комбинированные, понимаете? У вас по дефолту изначально где-то сейчас уже 6 персонажей. То есть танк, стрелок, элементалист, хил и маг. Да, и там плюс еще один там новенький появился, который там, это не важно. Да? В принципе, вы должны играть, по идее, за них. Да? То есть вы играете за них, по идее, должны играть, и все. Да, и тем более вы можете выбрать сразу 3. То есть, если вы не знаете, за кого лучше играть, за танка или за ДДшника, вы можете их обоих взять. Это вообще очень такое обалденное решение. Плюс, кроме того, в этой игрушке, как я уже, наверное, рассказывал до этого, здесь нету никаких орков, эльфов, это всякой такой дичи. То есть, вы играете сугубо за людей, понимаете? То есть, у вас есть сюжет, по сюжету вы с друзьями, я так понимаю, что вот это вот все не одно там, это что-то, все персонажи это не родственники, а тупо друзья. То есть так интереснее. Они приезжают осваивать новый свет, и вы играете за них, и вы при помощи них осваиваете новый свет. Понимаете? Все где-то в районе происходит в 1500 году, там плюс-минус несколько лет.
все эти действия, которые происходят в игре, они буквально в течение 1 года будут происходить. Поэтому здесь очень динамичная история квестов именно. Очень огромная куча наемников. Кстати, это тоже плюс. Почему? Потому что во многих играх, к примеру, вы играете за танка, там же World of Warcraft или в линейке, неважно. То есть вы тупо качаете себе одного персонажа танка, к примеру, да? То есть вы вкачали, допустим, вы топ-1 танк на сервере, или там топ-100, к примеру, или топовый танк своей гильдии, неважно, да? То есть, и вы, допустим, вы танком там проходите квесты, вы проходите там всякие данжи, и все на мази. Но если вы хотите, вам надоело играть за танка, и вы хотите, допустим, выбрать ДД, то, к примеру, там какого-нибудь там стрелка, какого-нибудь там, другого, или мага, или элементалиста, да, то в основном во всех играх вы начинаете с нуля. То есть вы снова появляетесь там нубо-персонажем и новичком, и начинаете снова это все прокачивать. Здесь совершенно другая фигня. Здесь вы можете играть танком, вы можете выкачать танка, к примеру, полностью вывести его хотя бы в топ, хотя бы для своей семьи конкретно, да, взять Элю, допустим, элементариста там, или стрелка, вообще новичка, нового, просто создать и продолжить играть, понимаете? То есть вам не надо проходить заново квесты, вам не надо проходить заново историю. Вы тупо продолжаете играть с того, на чем вы закончили. Понимаете? И помимо этого, к примеру, здесь даже еще есть такой прикол. Вы можете, скажем, вы проходите квесты, вы можете пройти квесты на рекрутинг NPS, к примеру, да, и там есть такой клад, допустим, как каратист, да, для вас, допустим, вам нравится файтинг именно вот с ногами и руками, да, но вы думаете, а как вот, если я сейчас его себе сделаю, да, создам, как я буду квесты проходить? Я говорю, спокойно. Здесь квесты, вы можете начать играть базовыми персонажами, выкачать их хотя бы там до какого-то определенного уровня, набрать себе наемников, не знаю, купить на рынке или там сами добыть, там, или друзья, или гильдия подгонит, и все. И выкачать тупо наемников и забить нафиг на своих базовых персонажей. И все, вы можете играть тупо за наемников. Это вообще идеальная версия. То есть это поле для деятельности вообще шедевральное. Вот. Помимо, это все оформление, тыры-пыры, все, что еще мог сказать про это. В общем, очень интересная игра, очень просто аналогов я для нее просто не вижу. Серьезно. Я не сказать, чтобы я играл вообще во все, что можно, но как по мне, мое тупо субъективное мнение, эта игра просто шедевр. Я очень вам советую поиграть, просто хотя бы попробовать, понравится, не понравится, что поделать, иначе будете играть в КС, в чем проблема. Вот. На этом я видео буду, наверное, заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Кто вообще, может быть, заинтересовался, пишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас, если есть какие-то вопросы по играм этим 3, или желание поиграть. То есть, я ссылки оставлю, в принципе, в описании этих игр, куда зайти, что скачать и так далее. Поэтому пишите, лайкайте, общайтесь. И надеюсь, что мы с вами сыграем в эти игры, и нам будет очень весело, и даже, может быть, даже запишем какие-нибудь топовые видяшки вместе с топовых рейдов. Поэтому еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, здоровья и так далее. И, в общем, осталось 5 секунд, поэтому еще раз всем спасибо и всем пока.